Итак, друзья, привет, с вами Киромеханик. Давно я не делал рубрику «Технарь», где рассматривал различные нюансы и новинки автомобилестроения. Так вот, как вы знаете, двигатель внутреннего сгорания, все уже предрекают эру ее заката, переходят на электроавтомобили и так далее. Но производители, в принципе, никогда не успокоятся и будут эту эпоху продвигать и продвигать. Я объясню почему. Потому что КПД двигателя внутреннего сгорания, оно еще не исчерпано. То есть все нововведения, которые, например, вводятся последние 2 года, то есть последнее поколение двигателей у всех производителей, да, они пытаются снизить потери, которые возникают в процессе работы. А именно, то есть, как вы знаете, двигатель состоит из 2 частей. То есть это головка блока цилиндров, ГБЦ так называемая, и блок цилиндров как таковой. Так вот, за экономичность, за экологичность, за равномерность работы и вообще за КПД двигателя отвечает именно головка блока цилиндров. И в ней происходит очень много потерь, так как она приводится цепью от коленвала, у нее есть распредвалы, толкатели, классическая механическая часть. Да? Если от коленвала с поршнями, с шатунами нам никуда не деться, в этом состоит, в принципе, смысл двигателя внутреннего сгорания, то ГБЦ производители пытаются всячески дорабатывать. Как вы знаете, у производителей есть различные системы электрические, например, подъема клапанов. Последние поколения, например, двигателей имеют уже электрические фазорегуляторы и так далее. То сейчас я знаю, что совместно с одной английской компанией, компанией Jaguar Land Rover, разрабатывает полностью электронную ГБЦ. А именно, то есть она абсолютно отсоединена от коленчатого вала. У нее нет ни ремня, ни цепи. Контроль над клапанами обеспечивает так называемый цифровой привод. Что это такое? Оно дает, естественно, лучшую экономичность, очень большой КПД, прирост мощности и, естественно, как все всегда борются, полное сгорание топлива и уменьшение вредных выбросов. И в первую очередь вся эта электроника дает новые возможности вообще по управлению двигателем такового. Хотите вы двигатель 100 лошадиных сил, можно сделать 100 лошадиных сил. Хотите 150-200, можно сделать 200. Зачем дальше усовершенствовать все эти двигатели внутреннего сгорания, когда этот дизель, бензин, да, когда, возможно, завтра уже все будут ездить на электромобилях. Вы знаете, понятие «завтра» у автопроизводителя – это очень такая относительная категория. Завтра это может быть и через 10-15 лет. То есть для глобального производителя, такого как Volkswagen, BMW, Mercedes, да, это завтра 15-20 лет. Для нас же с вами это достаточно большое время. Перемещать, например, десятки и сотни, тысячи людей, да, поезда, автобус и так далее, это экономически сейчас уже достаточно актуально. Но для гражданских лиц, а именно на нас с вами, единичные экземпляры автомобилей пока электрически достаточно дороги. Возьмем хотя бы проект Tesla, да? Автомобилестроение, я могу точно сказать, еще очень долго будет использовать традиционные двигатели внутреннего сгорания, особенно с учетом последних нововведений. Вообще технология использования, так сказать, называемого цифрового электрического управления клапанами — это не какое-то научное открытие или технологический прорыв по правде. Оптимальное управление работой клапанов зависит от сложившейся ситуации, к чему призвана, в принципе, у многих производителей, у BMW, у Mercedes, у концерна Volkswagen система Valve and Lift. Клапана может опускаться и подниматься принудительно на разную величину. Да? Почему раньше не пытались отказаться от привода ГРМ как такового? Тем более от него столько проблем. Он вытягивается, это и цепи, ремень изнашивается и так далее. Почему не отказались от привода от коленчатого вала и не стали управлять сразу каждым клапаном по отдельности? Во-первых, это технологии. Они были очень дороги, как вы понимаете. Электронные компоненты только в последние, наверное, 10 лет стали стремительно удешевляться. Электроника, во-первых, она должна быть надежной. Это не какой-то домашний компьютер.
супер. То есть, как вы знаете, все электронные блоки двигателя, чтобы там как бы часто они там не летели, они очень надежные и устойчивы к вибрации, к перепадам температур, к перепадам напряжения там, и так далее. То есть, ну, относительным, да. И только сейчас, вот в настоящее время, появилась эффективная и надежная электроника, которая бы могла в режиме реального времени управлять двигателем внутреннего сгорания и всеми процессами, которые происходят, как вы знаете, с огромной скоростью. Вообще принципиальное отличие этой технологии от других систем, которые появились, например, в 2018 году, это полностью, мгновенно, еще раз повторю, и неограниченно контролирует то, что делает любой впускной или выпускной клапан количество раз в любое время. То есть не через цикл, не через такт, а постоянно и неограниченно контролировать. Самое главное, отсутствуют зубчатые ремни, пружины клапанов, различные кулачки и так далее. Каждый клапан по отдельности получает свой собственный миниатюрный распределительный вал в комплекте с системой, которая открывает и закрывает клапана. То есть у каждого у нее есть электродвигатель отдельно. Ну, естественно, это происходит механически, да, но посредством управления электроники. И вместо того, чтобы сбивать кривошип, каждый распределительный вал управляется электродвигателем. Вот отсюда идет прирост и уменьшение потерь работы ГБЦ. Насколько это все перспективно? То есть получается, что вот эта электронная система будет знать положение коленчатого вала в любое время благодаря датчику. Ну, в принципе, они сейчас все есть. На самом деле вся эта система работает в режиме реального времени. То есть, если, например, сейчас с механическим приводом мы следим за точностью установки, например, ремня ГРМ, точностью установки цепи, растяжения цепи, то с отсутствием этого механизма, естественно, все это будет отсутствовать. И будет абсолютно точная, стопроцентная синхронизация. Это может дать двигателю именно то, что он хочет в любой момент. И двигатель будет очень в широком диапазоне способен изменять свои динамические характеристики, свою мощность. То есть, те, кто не понял, по-простому, это практически 100% КПД. У вас нет потерь вообще. Теперь о грустном. Естественно, в любой технологии будут минусы, особенно в условиях реальной эксплуатации. Понятно, что там есть уже тестовые двигатели, там можно сказать, что это просто супер, да, и никакая электрика не нужна. Но без глобального производства эта технология просто умрет. Ее должны внедрять и пойти на это. Но сейчас ведущие страны, такие как Европа, Германия, Америка, как вы видите, они почему-то начинают двигаться в сторону электрики. Вот. И как бы все клонится к тому, чтобы эра двигателя внутреннего сгорания, скажем так, затухала. А механический привод ГРМ в плюс, да, или будь то ремень, или цепь, он абсолютно не реагирует на состояние вашего головки блока цилиндров, выпускного тракта, в принципе, состояние клапанов как таковых, особенно с непосредственным впрыском, где это очень сильно засирается. При любых ситуациях ремень или цепь он толкает и делает свое дело. Что будет делать электроника, если у нее будут сбои, когда работа ГБЦ отклонится от идеального состояния? Это вот еще вопрос. И когда у вас полетит часть электроприводов, что вы будете делать? Насколько это будет ремонтно пригодно и так далее? То есть эти вопросы сейчас на данный момент лично для меня остаются без ответа. Следующий момент. Как я уже говорил, в 2018 году многие производители представили новые моторы с совмещенными циклами Отто Аткинсона и Миллера, да, где изменяется даже степень сжатия. И подъем клапанов регулируется что на впуске, что на выпуске. Поставили электрические ваносы многие уже. Хотя клапана Valve and Lift уже регулируются на ведущих моторах уже, наверное, лет как 10 как минимум. Объединили впускной коллектор с ГБЦ, то есть он уже стал несъемный. И самое главное во всем этом, как обслуживать все эти нововведения и эти электронные ГБЦ.
Что-то мне подсказывает, что все будет сводиться к поагрегатной замене. А замена агрегата и замена какой-то отдельной детали – это абсолютно разные экономические показания. И что в условиях глобального производства для автопроизводителей, ну, как бы невыгодно, а вот поагрегатно для них самое то. Они, наверное, думают или подозревают, что вся работа механика в будущем будет сводиться к диагностике компьютером и вердиктам к замене X или Y. Ну, то есть, либо блока цилиндров, либо головки блока цилиндров. Все очень спорно и, самое главное, нерентабельно, да, для нас с вами. Так что я думаю, что на наш век с вами классические моторы, вот которые они есть сейчас, еще поработают, и мы еще, как говорится, понаслаждаемся звуком двигателя внутреннего сгорания V6 и V8. Ну а с вами был Акер Механик. Всем спасибо и до новых встреч, друзья!